Привет, народ! Вот и добрались мы до очередной реакции. Знаете, что я заметил? То, что в какой-то момент я перестал ввести им счет. Кажется, это где-то 22-я. Приблизительно. Но это все ерунда. Это не важно. Куда важнее то, что сегодняшняя песня вызовет в нас по-настоящему позитивные эмоции. А еще я хотел бы поговорить с вами об очень важной теме. Но не будем откладывать. Песня «Незнакомка». О, Диана прекрасна, как всегда, согласитесь. Студил Петербург, разгулявшийся ветер, по звездному небу катилась луна. Прекрасная дама летела в карете, вся в локонах темных, горда и нежна. Моя незнакомка из прежних столетий, с картины сойди и на миг оживи. Проедем с тобой в золоченой карете по грустным мгновеньям минувшей любви. Я свечи зажгу и у зеркала сяду, и там в зазеркалье пригрезится мне прекрасная дама с заплаканным взглядом, и ветер студеный забьется в окне. Моя незнакомка из прежних столетий, с картины сойди и на миг оживи. Проедем с тобой в золоченой карете по грустным мгновеньям минувшей любви. Проедем с тобой в золоченой карете по грустным мгновеньям минувшей любви. Но она просто-таки вся сияет. И я сияю. Моя незнакомка из прежних столетий, с картины сойди и на миг оживи. Проедем с тобой в золоченой карете по грустным мгновеньям минувшей любви. Проедем с тобой в золоченой карете по грустным мгновеньям минувшей любви. Песня замечательная. Лариса Рубальская — это прекрасный поэт. А Диане идет быть в телевизоре. И это настоящий стыд, то, что вот с этих вот времен она там появляется, ну, практически никак. Это наш общий стыд. Народ, а что мы только что увидели перед собой на экранах? Я выделю на экранах
Мы увидели настоящую принцессу, от которой дух захватывает, сознание одурманивается. Эта улыбка, эти украшения, эти платья — это невероятно завораживающая песня. Ощущение, будто ты находишься на сказочном балу, а уж чувство сказки Диана умеет дарить. Нам ли этого не знать, как опытным теперь уже слушателям, не правда ли? Вот жили мы, жили, а все это время среди нас ходила прекрасная незнакомка. Таковой была Диана для большинства из нас еще какие-то 3 года назад. А помните, как она пела «Там нет меня» в Самаре? Я делал на нее реакцию. Несмотря на исполнение, от которого хочется рыдать при ближайшем рассмотрении, непосредственно там, в реальности, люди почему-то проходили мимо. Не все, но большинство. Этому есть причина. Ментальная изоляция человека от мира. Он погружен в свою вселенную. И чтобы эту красоту разглядеть, однажды ему приходится остановиться и вслушаться. Посмотреть внимательнее. Кто-то это сделал еще давно. Кто-то с помощью передачи «Ты супер». После нее уж точно много новых открытий увидел свет. Мне, например, пришло понимание, что Диане чертовски идут платья. Я уже не раз об этом говорил. И не соглашаться с этим, согласитесь, нельзя. Но нет. Некоторые категорически будут не согласны. И они имеют на это право, в принципе. Все-таки восприятие реальности у нас у всех отличается. Но почему? Во-первых, из-за неполного владения информацией. Во-вторых, из-за личных предубеждений. На фоне этого я хочу поговорить на одну тему, которая некоторым показаться может странной, но тем не менее она очень и очень важная и касается в том числе и Дианы. Я использую Диану как пример. Это будет своего рода исповедь Дианомана. Такая большая, обширная. Потому что мне не безразлична судьба Дианы, и мне ее порой становится очень жалко. Одиноко стоящий в поле цветок может притягивать к себе окружающих. Необычностью ситуации, уникальной картиной, какой-то загадкой, таящейся внутри него. Но этим же он может их и отталкивать. Один, в чистом поле, с ним точно что-то не так. Люди, предпочитающие ничего не замечать, проходящие мимо него, это первый этап. Первый этап человеческого принятия. Люди, что посмелее, которые внезапно остановились, подошли, пригляделись, прислушались, принюхались, потрогали, тщательным образом проанализировали и получили о нем базовые представления, это второй этап. Ну а чтобы узнать истину, порой нужно потратить очень много времени, заглянув за границу внешней оболочки. Туда вот, внутрь. Ведь только там содержится правда. Вроде все логично, но, к сожалению, ментальная изоляция человека периодически невольно прогрессирует, а потому во время второго этапа приводит к нехорошим последствиям. Первый полученный опыт человека в чем угодно, каким бы он ни оказался по итогам в жизни, он всегда яркий. Если человек при этом еще и обладал малым количеством опыта, или он вообще всю дорогу проходил мимо подобных явлений, вот, приведенный мною пример как раз про стоящий в поле цветок одинокий, то есть он воздерживался от действий по причине боязни, предубеждений или какой-то любой другой. Лишь бросал короткие взгляды, поверхностные. У такого человека близкая встреча с этим явлением будет ярче солнца в конечном итоге. А это значит, что это событие, скорее всего, отпечатается у него в мозгу в виде конкретного, непоколебимого образа, который останется с ним навсегда. Итогом этого зачастую становится как минимум самообман.
а порой и что-то гораздо серьезнее, в зависимости от тяжести свалившейся на человека ноши. Столкновение с Дианой в музыкальном мире — это поистине необычный опыт для многих. И ноша, которую не каждый выдержит. В христианстве есть одна заповедь: не создай себе кумира. К сожалению, не все следуют этому совету. Человек становится заложником ярчайшего образа, навечно отпечатавшегося в его голове. Он раньше-то тяжело мог взаимодействовать с реальным миром, а теперь в нем нет даже и намека на возможность широко взглянуть на мир, и объективно взглянуть на мир. Да и зачем, ведь он познал идеал, он встретил свое божество, ничего лучше, как ему кажется, он в своей жизни уже не увидит. И у человека теперь есть лишь одна мечта — сохранить этот образ навечно. Не дать ему разрушиться, остаться в мире грез. Он также не может позволить случиться несоответствию этого образа. Что страшно, зачастую любыми путями. Мечты — это здорово. Я и сам мечтатель. Мы только что прослушали замечательную песню, в которой Диана предстала в неподражаемом образе. На экране. Я еще раз выделю это слово. Все же грань между реальностью и образом остается, она никуда не денется. Это касается не только Дианы. Диана лишь пример. Любой артист в жизни и в работе — это два совершенно разных человека. Когда это не так, когда он говорит, что, мол, смотрите, я везде настоящий, я на сцене такой же, как и в жизни, любите меня таким, какой я есть. С моей точки зрения, это дурак. Еще бездарность. Нормальная публика на сцене будет оценивать тебя как профессионала, как артиста. Не то, какой ты там классный или, наоборот, убогий в жизни, в обычной. А там, на сцене, ты не просто заложник одного образа, ты еще и для этого ничего не сделал. Ты просто перенес себя любимого в другую плоскость, и все. Типа выставляя это как сильную сторону, как отличительную особенность. И этим полнится наша эстрада. Почему мы должны это слушать, смотреть и тем более восхищаться? Я понимаю, что у детей, благодаря недостатку опыта, планка качества слегка пониже. И для них важно, чтобы вон тот вот чувак на экране, он был просто не похожим на других. Он был неформалом. Ну, это главный критерий такой, как правило. Это все понятно, да, но любой ребенок, он однажды вырастет. Большинство из них все-таки поумнеет, и их вкус улучшится. И вон тот чувак на экране, если он не последует тому же примеру, просто останется на том же уровне. И будет восприниматься как что-то примитивное, что-то устаревшее, что-то убогое. Вот и вопрос. Хотите вы того же от Дианы? Это вопрос к тем, кто старается сделать ее заложником одного образа, запихнуть ее в какую-то конкретную нишу. Те, кто категорически против струящихся порывов ее души на самореализацию. А самореализация, она может проявляться как угодно и в чем угодно. В примере с платьями, который я сам привел, нет никаких противоречий. Они действительно ей очень идут. Они подчеркивают ее женственность. Потому что она в ней есть, в ней колоссальное количество этой женственности. Но я нигде и ни в каком виде не утверждал, что ей не идет какая-то другая одежда, что ей не идут какие-то другие образы. И так оно и есть в реальности. Диана многогранна. Она обладает целым набором талантов, о которых я рассказывал не так давно в одном из видео. Я насчитал их аж 6. Но на самом деле их гораздо больше. И об этом, кстати, будет скоро еще одно большое видео. Диана — это мастер перевоплощения. Она восхищает не только платьями. В каждой своей песне она предстает в новом облике. Она меняет свои черты лица, свое нутро и даже нас за компанию. Она делает это там, где этому и место. На сцене. И это делает она всегда с максимальной отдачей и профессионализмом. Вот это ценно
И это в первую очередь восхищает. Заходишь порой на каналы других молодых дарований, которых у нас в России дополна, к той же Ярославе Дегтяревой, Алисе Супроновой, ну и прочим. И просто за голову хватаешься. Претензии к репертуару, к внешнему виду, ко всему чему угодно. Советы, поучения от диванных критиков. Аудитория моего канала замечательная. Но нет-нет, да и появится человек, который начнет предъявлять. А зачем вы показываете то, зачем вы показываете это, зачем вы говорите вот это вот, зачем вы выкладываете видео со встреч с Дианой? Ну, может, потому что дианомания относится к Диане как к человеку, а не как к божеству. И в этом нет ничего такого особенного, ничего такого страшного. Может, потому что есть желание показать другие ее стороны, показать настоящую Диану. Может, потому что Диана заслуживает периодически вкусить прелести обычной жизни, не только пахать с утра до вечера. Люди, которые это говорят, они ведь не задумываются, что все добытые Дианой достижения – это результаты, в том числе и отрешения от очень многого. Что это работа на износ, частичный отказ от детства. Моя личная оценка. Может, потому что если Диана соглашается на это, то нужно ценить ее выбор. Ценить свободу воли должно и в творчестве. Но вместо этого к артистам постоянно какие-то претензии. Пой то, пой сё, не делай того, не делай этого. Кругом просто учителя, маркетологи, бизнесмены, просто гении. Я представляю, в каких условиях артистам приходится порой работать, когда вместо того, чтобы спокойно заниматься творчеством, они вынуждены забивать себе голову еще и этим мусором. Если, не дай бог, артист не будет соответствовать обожествляемому образу вот этой вот группы людей, то все, они еще и на него войной пойдут. Будут за спиной оскорблять, портить настроение, вредить. Даже взрослые люди. Для них этот артист, тот, который существует в реальности, это просто оболочка. Болванчик. Это не человек. Они не его любят. Нереальную личность. Они любят сияющие очертания в небе, имеющие божественные формы, которые нарисовало им их воображение. А еще они любят себя и очень сильно. Перефразируя один из гимнов футбольного клуба «Спартак». В оригинале было «Люби Спартак в себе, а не себя в Спартаке». Так же и здесь. Народ, пожалуйста, любите Диану в себе, а не себя в экосистеме, порожденной ею. Знаете, что такое любовь? Настоящая любовь. Любить человека – это быть способным на жертву ради него, а также быть рядом с ним не только в радости, но еще и в горести, представьте себе. Но некоторые при виде первых же трудностей сбегают куда подальше, отворачиваются или еще пуще начинают ненавидеть. Это мерзко. Это мерзко, это настоящее предательство. По-другому это никак не назвать. А еще народ. Слова это по большей части ничто. Слова не имеют совершенно никакой ценности, если их не подкреплять действиями. Можешь помочь? Помоги. Не можешь помочь? Ну хотя бы не мешай, не ставь палки в колеса. Позволь развиваться тому, к чему тянется творческая душа. Пустой же трёп это вообще никому даром не сдался. Ценность его ноль. И никогда она не повысится. Никогда ни один нормальный человек не будет придавать этому значение или обращать внимание. Никогда. Творческая личность, она всегда сама выберет свой путь. Только в свободе выбора и есть настоящее счастье. Мы лишь этот выбор можем поддержать. Так что если есть желание оказывать реальную помощь Диане, вступайте в дианоманию. Мы именно этим и занимаемся здесь. Хочется от всего сердца пожелать, чтобы, как и в прослушанной нами только что песне, те люди, которые продолжат двигаться дальше вместе с прекрасной незнакомкой по имени Диана, которая возникла словно из прежних столетий, ведь действительно порой кажется, что ее душе не 100 000 лет, чтобы они все вместе дружно катились в золотой карете навстречу новым ярким приключениям, покоряя новые вершины, поглядывая со стороны и смеясь над минувшими моментами грустной любви. Грустной,
потому что у некоторых она обрела какие-то искаженные, извращенные формы, превратившись в ненависть и вред, чтобы оставалась только настоящая любовь, сопутствующая Диане на протяжении всей ее жизни. С вашего позволения процитирую себя же после последней встречи с семьей Дианы в разговоре с коллегами. Для всех, кто постоянно пытается лепить образ Диане, я увидел лицо, близкое к истинному. И оно, я вам скажу, прекрасно. Она такая живая, такая яркая и невозмутимая в обычных условиях. Но когда дело касается важных вещей, она становится серьезнее некуда. Диана умеет и оттянуться, и собраться. Прямо как раньше. Контраст до выступления, во время и после. Ничего же не поменялось, люди. Или вы забыли? И говорит, что она уже не такая, как на «Ты супер». Она так сильно изменилась. Это же бред. «Ты супер» — это тоже образ. Множество образов. Пусть Диана и вкладывала в них душу, она всегда вкладывает ее во все, что делает. Но это все еще проекции реальной Дианы на экраны. Ничего более. Я восхищаюсь ее голосом. Я восхищаюсь другими ее талантами. Я переслушиваю ее песни десятки раз. Но для меня даже эти достоинства меркнут перед самым главным. Диана — это человек. О чем я говорил еще в самых первых реакциях. Ее большая открытая душа — это и есть настоящая Диана. И именно она восхищает меня больше всего. Именно это и позволяет делать то, что она делает. Это позволяет ей быть собой. Быть Дианой Анкудиновой. Это настолько редкое в наше время качество, что им невозможно не дорожить. И уж простите, но для меня оно гораздо важнее, чем уникальный тембр. Но некоторые люди своими необдуманными действиями, видимо, хотят сделать, чтобы это было не так. Хотят жить во лжи. Это было странно, но это действительно была реакция на песню «Незнакомка». Ну, народ, уж такая у меня реакция на тему, которая в последнее время действительно является очень важной и актуальной. Это действительно глобальная проблема, которая касается отношения исполнителя и его публики. Я хочу пожелать и другим молодым дарованиям, чтобы у них тоже были реальные поклонники, готовые поддерживать их и помогать по-настоящему. Не вставлять палки в колеса или просто чесать языком в надежде, что какое-то чудо упадет с неба. Чудо есть. Чудо происходит, но куда чаще к нему нужно пододвинуться своими собственными руками. Накипело. Простите, но, как я еще раз повторю, мне жалко Диану порой. Народ, следующее видео будет большим, объемным, как и то, что я делал про детство Дианы. Когда оно выйдет точно, не скажу. Но ждите и надейтесь. Конечно же, заходите на канал Дианы, подписывайтесь, оставляйте адекватные комментарии, никак иначе. Делайте все, что нужно, не мне, как говорится, вас учить. Ну и до встречи. Пока, народ.